Всем доброй ночи. Этот необычный подсвечник мне смастерил муж Яны именно для таких ритуалов, где нужно множество свечей. Такой похожий на торт подсвечник. Однако я сегодня хочу подарить вам еще одну защиту, которые могут начитать, провести матери для своих детей. Неважно, сколько лет вашему ребенку, неважно, где он находится, просто ли вы хотите защитить его своей защитой, своим благословением, или он находится на зоне военных действий, или он в тюрьме находится, или в плену, не дай боги, или попал в трудную ситуацию, или просто вы хотите защитить его в наше непростое время. Вы знаете, я думаю, что если бы люди вернулись к древним богам, и если бы люди вместо того, чтобы ходить к боженьке чужеродному, ставить свечи, надеясь, что он спасет их детей, обратились к древним силам, то многие, кто погиб, сейчас были бы живы. Я в этом уверена. Конечно, есть те, чье время пришло. Несомненно, и такое существует. Мы не можем за все и за всех решать и всех спасти, к большому нашему сожалению. Это вот экран так мигает, потому что энергия свечей, она очень сильная. К большому сожалению. Но многие бы спаслись. Даже не представляете, как начинается мой день. Каждый день я смотрю фотографии тех, кто пропал. Говорю их родным, кто жив, кто нет. Кто-то принимает, кто-то нет. Но потом убеждается, что я сказала правду. Начитываю. Очень-очень много. Очень непросто. Это очень тяжкий крест, правда. И те, которые стремятся в магию, я даже не знаю. Они просто не знают, что это такое. Когда тебе пишут: помогите, пропал, помогите, они в окружении, помогите, нету никаких вестей. И ты начинаешь начитывать весь день и ночью проводишь что-то. Потом через несколько часов пишут, что они вышли на связь, что живы, и ты вздыхаешь с облегчением. Вот так проходит уже много лет в моей жизни. Ведьмы никогда не могут быть архибогатые, потому что они столько силы, энергии тратят, причем это делают даром, во благо людям, помогая им, спасая их, что невозможно, понимаете, тратя такие силы, думать еще и о заработке, и о чем-то еще. Я просто удивляюсь людям, которые якобы колдуют, и просто что не посмотришь, что на курорт съездили, то еще куда-то где-то отдыхают, то в ресторане сидят. Когда вы работаете, господа, кому вы помогаете таким образом? И кому интересны ваши рестораны, ваши посиделки? В такое время особенно, когда люди оплакивают близких. Я вчера просила начитать всех. Я жду еще одну новость, и я сниму и скажу вам. Пока что, кто может, у кого есть возможность, начитайте, пожалуйста. Я выставила ролик «Ведьмина изба 2» на канале, если кому интересно. Мы помогли им очень сильно своей энергией. Они вышли на связь. Но это еще не все. Пока наши пузатые генералы между собой делят власть и грызутся на утеху всем, вместо того, чтобы сплотиться и не показывать всему миру, вот так вот позорно себя не вести, эти бабские разборки не устраивать, стыдоба.
А знаете, наши ребята какие героические вещи творят? Не представляете даже. Но на этом не концентрирует внимание, к сожалению, а надо бы. И я сниму обязательно. У нас с вами получилось. У них получилось, но мы просили за них, нас услышали. Но мне нужно еще кое-что узнать, уточнить, и я обязательно об этом вам скажу. Еще пару дней мне нужно. Итак, почему я начинаю такое предисловие? Потому что я именно для таких случаев хочу дать вам заговор. Мы живем в непростое время, но никогда время не было простым. Были какие-то передышки ненадолго, потом опять начиналось. Простое время в этом мире, в этой истории человечества не было практически никогда. Итак, зажигайте свечи. 10, 20, 30, 40. Одну свечу, в конце концов, если нет возможности. Если нет возможности зажечь свечу, зажигайте, не знаю, спички вот эти длинные, зажигайте маленький костер и начитывайте. Нужен огонь, источник огня. И читайте 9 раз защиту своему ребенку. Это очень сильная защита. Читайте 2 раза в месяц, больше не нужно. Но наряду с другими защитами, если он находится, скажем, в трудном положении. Итак, я назову имя своего сына. Начитывать можно на сына, на дочь, на внука. Сейчас начнутся вопросы, а на каждого отдельно? Да, на каждого из них отдельно, если вы хотите для каждого читать. Возьмите по 9 свечей для каждого, по 3 свечи, по 1 свечи для каждого. Источник огня должен быть, и он должен быть мощный, желательно. Благословенную свечу зажигаю, сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется от пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым, здоровым домой вернут. Заклято. Еще раз. Здесь слова «отовсюду домой вернут», не обязательно, чтобы он где-то из дома уходил. Это защита для того, чтобы с ним нигде ничего не случалось. Куда бы ни ушел, вернулся домой живым и здоровым. Благословленную свечу зажигаю. Усталость просто, извиняюсь. Сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым, здоровым домой вернут. Заклято. Благословенную свечу зажигаю. Сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков.
Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым и здоровым домой вернут. Заклято. Благословенную свечу зажигаю, сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для тебя обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Ой. Силы древние тебя спасут, сберегут, отовсюду живым, здоровым домой вернут. Заклято. Благословенную свечу зажигаю, сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым и здоровым домой вернут. Заклято. Первая часть – это обращение к силам, вторая часть – обращение к нему самому, к его силе, к его энергии. Поэтому здесь две части заговора. Благословенную свечу зажигаю, сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым и здоровым домой вернут. Заклято. Благословенную свечу зажигаю, сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется, броней и защитой для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там для тебя броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым и здоровым домой вернут. Заклято. Ой, вьется как. Сейчас, конечно, она будет стекать, но ничего страшного. Нам не привыкать. Испортила эта сволочь мне ткань. Ну ладно уж. Так и быть. Благословенную свечу зажигаю. Извиняюсь, меня прям трясет от этого заговора. Сейчас, секунду. Благословенную свечу зажигаю. Сына своего Самуэля великим щитом защищаю. Священный огонь в дым превращается, на ветру вьется. Броней и защитой для тебя, для него обернется. Спасительной силой ему назад вернется. От пули и молота, от плена и голода, от мучительной смерти, от закрытых замков, ножей, топоров и клинков. Слова мои в небо уйдут, и там броню защитную накрепко соткут. Силы древние тебя спасут, сберегут, и отовсюду живым и здоровым домой вернут. Ой,
Заклято. Все. Больше не могу. Да, он, конечно, красивый, но... Ну, в принципе, если не столько зажигать, то... Ладно. Что есть, то есть. Начитывайте, после чего свечи догорают. Их можно просто выкинуть. Эти свечи уже как бы не играют никакой роли. Здесь главное источник огня. Больше 2 раз в месяц нет смысла читать, потому что это очень сильный оберег. Чем больше вы читаете защиты и оберегов для своих детей, тем больше шансов, что с ними все будет хорошо всегда. Оберегов защит много не бывает. Каждая сила защищает по-своему. Силы друг другу не мешают. Один другому никак как бы не влияет на их защиту, на их работу относительно ваших просьб. Это по поводу того, ничего не случится, если вы обращаетесь к многим силам. Нет. Имеется в виду к силам магии, к древним силам, к языческим силам. Желаю всем удачи, и пусть ваши дети живы и здоровы вернутся домой, потому что они для нас всегда дети. В чем-то мы с ними можем быть не согласны, в чем-то можем поспорить. Вечный вопрос отцов и детей, но то, что они для нас очень важны, это факт. И желаю нашим военачальникам взяться за ум, показывать и подчеркивать храбрость наших ребят, побольше и поменьше устраивать позорные балаганы, и стыдно уже просто. За всеми этими бабьими криками не видно, какие у нас героические парни. А они героические. Спасибо им большое за то, что я вот сейчас спокойно сижу и снимаю ролик. Это все их заслуга. Ценой их жизни, их здоровья. Просто поклон им до земли. А товарищам военачальникам желаю взяться за ум. И хорош позорить нашу страну своим этим галдежными криками. Всем удачи!